Рассвет разливался над западным побережьем Африки. Искрящаяся вода отражала мягкий розовый оттенок раннего утреннего неба. Трое рыболовов – Малик, Томба и Джозеф – готовили свои лодки. Их смех смешивался со звуком волн, омывающих гавань. Старая деревянная лодка рассекала спокойные воды, неся с собой надежду на хороший рыболовный день. Вдали, в открытом море, запах морской соли, крики чаек и первые лучи солнца делали утро для них похожим на знакомую песню. Но глубоко в этой безмолвной пучине нечто боролось между жизнью и смертью. Когда лодка ушла от берега, Томба вдруг прищурился и указал на странный предмет, плавающий в волнах. Издалека он походил на черное бревно или на большой труп рыбы, дрейфующий в холодной воде. Малик завел мотор и затормозил, направив лодку ближе, чтобы проверить. В его сердце поднялось чувство беспокойства. Когда они приблизились 1,10 метра, Джозеф воскликнул в ужасе: «Это леопард!» Его тело было промокшим, голова покрыта кровью и грязью, только половина тела слабо всплывала над водой. Один глаз был опух и заплен, другой закрыт. Дыхание было прерывистым, словно он сражался с каждой волной. Морская вода окрасилась в красный вокруг его шеи, смешиваясь с белой пеной, дрейфуя как отчаянный крик о помощи. Малик и Томба были ошеломлены. Никто из них не мог себе представить, что увидит леопарда в такой соленой воде. Голос Джозефа дрожал. «Невозможно! Как он сюда попал?» Малик не ответил, лишь потянулся за спутниковым телефоном, чтобы позвонить в местную береговую охрану. Звук волн, смешанный с пищанием прибора, сделал атмосферу в лодке тяжелой и напряженной. По громкой связи раздался голос полицейского. Торжественно. Это может быть леопард, которого выпустили торговцы дикой природой. И они посоветовали 3 рыбакам держаться на безопасном расстоянии и ждать спасателей, которые приедут через 30 минут, чтобы оказать помощь. Но Малик посмотрел на леопарда и увидел, как его голова снова тонет и поднимается. Вода стекала изо рта в отчаянии, прорезая воздух. Раздалось низкое хриплое стонание, такое слабое, как последнее прошение умирающего существа. Томба опустил голову, голос у него прервался. «Если мы еще полчаса подождем, он умрет, Малик». Малик сжал руль изо всех сил. Морской ветер бил ему в лицо, и в груди шла лютейшая борьба между рассудком и состраданием. Джозеф опасался. Если он запрыгнет в лодку, мы можем лишиться жизней. Малик не отводил глаз от животного. Его влажные глаза делали любые предупреждения далекими. «Я не выдержу, если он умрет», — сказал он тихо. Голос дрожал, но был твердым. Другие 2 молчали. Затем в унисон кивнули. Рискованное решение было принято. Малик придумал план. Бросить спасательный круг на веревке, за который леопард мог бы ухватиться. Томба быстро завязал узел. Джозеф осторожно опустил буй. Веревка шла по волнообразной воде. Леопард посмотрел на буй, словно осознав свою ничтожную надежду на спасение, он попытался потянуться 2 передними лапами. Когти вонзились в веревку. Тяжелое тело дрожало, когда он вцепился в буй, словно цепляясь за последнюю жизнь. «Он держится!» — закричал Томба. Глаза его блестели от надежды. И Малик тут же поправил курс лодки, чтобы медленно двигаться к берегу. Море начало шуметь сильнее. Каждая мощная волна поднимала и опускала буй с яростной силой. В бескрайней воде Малик держал руль крепко, не давая сбиться с курса, бормоча себе под нос: «Не сдавайся, ты выживешь». Холодная вода и сильные волны все время брызгали. Леопард тихо стонал, но все еще упрямо не отпускал хватку. Томба все оглядывался назад и видел, что буй все еще плавает, а его 2 лапы все еще держатся изо всех сил.
Внезапно поднялась огромная волна. Буй резко накренился. Все задержали дыхание, думая, что его сейчас снесет, но леопард не отпустил. Его глаза были широко раскрыты, светились яростным лучом желания выжить, висящим на грани жизни и смерти. Джозеф прошептал сквозь слезы: «Если у него есть душа, он, должно быть, благодарит нас». Когда лодка пришвартовалась, на мокром деревянном причале уже ждали полиция и спасатели. 3 рыбака, задыхаясь, рассказали всю историю. Руки их еще дрожали от холода и пережитого. Спасатель шагнул вперед и использовал пистолет-дублер с транквилизатором, чтобы точно выстрелить в плечо леопарда. Тот тихо застонал, затем медленно рухнул на буй. Тело его стало вялым, дыхание оставалось слабым. Команда быстро подтянула буй и, обмотав толстую ткань вокруг тела, чтобы защитить от царапин, подняла животное в специальный транспорт с клеткой, готовый отвезти его на станцию рейнджеров. Малик стоял и смотрел. Его руки, сжимающие спасательную веревку, все еще были в соли и крови. Томбо тихо произнес: «Мы только что спасли существо, которое было бы забыто в океане». Машина медленно уехала с причала, оставляя следы шин на мокром песке. Малик поднял глаза к вечернему небу. Его глаза были наполнены облегчением и глубокой благодарностью. На станции рейнджеров в Момбасе 2 ветеринаров, доктор Амина и доктор Луис, поспешили подготовить палату неотложной помощи. Леопарда поместили на стол из нержавеющей стали. Вода все еще капала с его мокрой шерсти на холодный пол. Они промыли рану, продезинфицировали каждую царапину и сделали рентген всего тела, чтобы проверить внутренние органы. Доктор Амина с облегчением вздохнула. Переломов нет, лишь сильное истощение и глубокие ссадины от длительного плавания. Им ввели обезболивающее, жидкости и питательные вещества, чтобы восстановить силы. В тихой палате было слышно только ровное, слабое биение кардиомонитора. Несколько часов спустя леопард слегка открыл глаза, поморгнув. Взгляд его был притупленным, но уже не таким испуганным, как прежде. Доктор Луис поставил миску с водой и поднос мягкого мяса в клетку. Он медленно сделал несколько глотков, а затем лег. «Такой сильный», — прошептала Амина, не сводя глаз с измученного, но выжившего существа. Малик был приглашен на встречу. Он стоял за стеклом и молча смотрел на возрожденное тело. Он не мог поверить, что существо, дрейфовавшее посреди моря той ночью, теперь спокойно лежало, ровно дыша, в светлой комнате. Доктор Луис улыбнулся. «Вы сделали то, на что никто другой не осмелился». Малик тихо ответил: «Никто не заслуживает умирать в одиночестве посреди моря. Даже дикий зверь». Они обменялись восхищенными взглядами и затем замолчали, прислушиваясь, как леопард тихо шевелится в своем мирном сне. Через 3 дня леопард смог встать. Ноги его были устойчивее, шерсть высохла, глаза постепенно засияли. Рейнджеры решили отвезти его в полудикий вольер, чтобы он мог снова привыкнуть к природе. Сначала он сидел в углу, уши опущены, слушая ветер и пение птиц вдали. Затем по инстинкту он вышел, впитывая запах сухой травы и влажной земли под лапами. Рейнджеры наблюдали издалека и видели, что его шаги становятся крепче и увереннее. Доктор Амина улыбнулась. «Мы вернули его туда, где ему и место». Спустя неделю леопарда загрузили в специальный транспорт и отвезли в обширный заповедник Саванна. Малик и рейнджеры последовали за машиной. В его сердце странно поднималось волнение, хотя он знал, что расставание неизбежно. Машина остановилась посреди поля с золотой травой. Открыли дверь клетки, и свет вольной природы залил пространство. Леопард поднял голову, осмотрелся и медленно вышел. Каждое его движение оставляло след на влажной земле.
Он обернулся. Его глаза были уже не полны страха, а наполнены глубокой благодарностью и ощущением свободы. Малик смотрел, слегка улыбаясь в красноватом свете после обеденного солнца. Свобода – самый прекрасный дар, который мы можем подарить. Леопард ринулся по просторам травы, навстречу ветру, в свет и обратно в дикую природу.